Привет, YouTube! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – концепция CRM. Что такое CRM? CRM – это не совсем продукт и не совсем программа. Это процесс автоматизации деятельности компании, процесс изменения бизнеса в единую концепцию работы. Чем CRM не является? CRM не является программой. Для обеспечения деятельности софт, естественно, используется, но CRM – это больше, чем просто софт. CRM – это не столько процесс, сколько подход к управлению бизнесом. Какие задачи решаются в CRM? Их в основном три. Это навести порядок, автоматизировать бизнес-процессы и автоматизировать расчет KPI. Концепция CRM подразумевает несколько базовых тезисов, которые лежат в основе практически любого бизнеса, без которых рост компании невозможен, и бизнес превращается в ремесло. Если стоит задача, чтобы компания стала цивилизованной, а не ремесленнической, CRM-подход необходим как воздух. Что необходимо знать в первую очередь? Во-первых, кто является нашими клиентами, сколько этих клиентов, каким образом мы с ними работаем, по каким правилам эти взаимоотношения осуществляются и главное, каким образом это все дело контролируется. Концепция CRM подразумевает, что все отношения с клиентами внутри компании происходят унифицированно. Второе, что важно для понимания концепции CRM, это показатели. Потому что управлять компанией можно только в том случае, если мы понимаем, какие показатели компания обеспечивает. Какие это показатели? Прибыль, количество клиентов, воронка продаж, эффективность рекламных каналов, количество звонков, средний чек и так далее. В-третьих, это единая точка входа для всех бизнес-коммуникаций с клиентами. Например, мы заключаем договор, отправляем КП, выставляем счет, отправляем письма и делаем много чего еще. Поэтому, если мы правильно используем CRM-концепцию, то все эти коммуникации мы можем посмотреть в одном месте. Мы можем зайти в карточку клиента и увидеть все, что с этим клиентом связано. На сегодняшний день CRM-система многими воспринимается как автоматизация отдела продаж. Но при внедрении CRM, как правило, автоматизируются и смежные области. Потому что в современном мире автоматизировать только отделы продаж уже недостаточно, поскольку есть масса смежных областей, такие как бухгалтерия, складской учет, учет маркетинговой деятельности. Это все также интегрируется с CRM. На самом деле, концепцию CRM можно использовать и без программного обеспечения. Например, делая какой-то отчет, менеджер занимается тем, что подводит итог и собирает эти самые показатели. Но без CRM изготовление этого отчета может занять несколько дней, в то время как в CRM это занимает секунды. Что такое КПД? Это отношение полезного действия к бесполезному. В случае с CRM многое из того, что пришлось бы руководителю делать самому, система это делает за него автоматизированно. CRM высвобождает время и сотрудников, и руководителя, и клиентов, которым не нужно по 10 раз напоминать то, что они уже в предыдущих диалогах озвучивали. При наличии CRM-системы в компании появляется понимание того, что значит в этой компании работать. В компании, где CRM-система внедрена, менеджер, открывая окно в CRM, для себя очевидно понимает, что он приступил к работе. Дело в том, что до того момента, пока он это окно не открыл, понимание того, работает он или нет, границы размыты. Второй момент. Все процессы, которые завязаны на клиентов, у компании, внедрившей CRM, находятся в одном месте. Компания, которая не внедрила CRM, вынуждена эти действия производить в разных местах, вследствие чего менеджер может что-то забыть или что-то пропустить, так как у него нет единого центра напоминаний. В CRM всегда есть список задач, которые необходимо делать прямо сейчас. Поэтому алгоритм работы сотрудника состоит всего-навсего из 3 ходовки. Это зайти в CRM, выполнить первую назначенную задачу и перейти к следующей. В концепции CRM существует такой термин, как сделка. Какой в бизнесе существует стереотип? Часто сделка понимается как ударили по рукам и поехали. В чем тут заключается проблема? Это шаблонный стереотип, который продажам мешает. Почему? Дело в том, что сделка начинается гораздо раньше. Когда сделка начинается? Сделка начинается с того момента, когда клиент впервые нас видит. Если мы планируем сделку с момента первого знакомства, то шанс заключить эту сделку успешно возрастает. Именно по этой причине один из ключевых аспектов концепции CRM является сделка, потому что процесс продаж начинается задолго до того, как эта сделка была заключена. Процесс продаж начинается с того, что мы выстраиваем план этого процесса. Для чего в CRM-системе заводится сделка? Сделка нужна для того, чтобы отслеживать весь процесс. Поэтому все телодвижения, которые производятся в рамках процесса продаж, должны быть не только спланированы, но и зафиксированы. Концепция CRM позволяет процесс продаж рассмотреть в мельчайших деталях. CRM также позволяет этот процесс анализировать. Что такое анализ? Анализ – это рассмотрение отдельных частей целого, для того, чтобы это целое лучше понимать. Одна из задач, которая стоит при внедрении CRM-системы – это экономия времени сотрудников.
Например, менеджер обрабатывает 10 заявок в день, а хочется, чтобы обрабатывал 20, и при этом ничего не забывал, ничего не терял, и все клиенты были довольны. Давайте рассмотрим, как происходит экономия времени на примере отдела маркетинга. Маркетинг – это ключевое, что CRM автоматизирует. Причем есть такие маркетологи, которые получают вознаграждение в зависимости от фактической выручки, от того количества клиентов, которых этот маркетолог в качестве лидов привел. Что такое лид? Лид в переводе с английского – это зацепка. Это некая информация, за которую мы можем зацепиться и продажу вытащить. В этом смысле CRM-система – уникальная и незаменимая вещь, которая позволяет осуществить сквозную аналитику, то есть отслеживать лида по каждому маркетинговому каналу, с того момента, откуда он пришел, и заканчивая продажей, вплоть до того, сколько конкретно денег принесло данное ключевое слово, или сколько выручки в деньгах принес тот или иной канал привлечения, где эффективность маркетолога отслеживается не какими-то промежуточными метриками, а конкретными деньгами. В компаниях часто есть понимание того, как оно должно быть, но все прекрасно знают, как оно есть на самом деле, потому что зачастую в компаниях существуют такие подпольные бизнес-процессы, когда человек вроде бы не должен что-то делать, но выполняет. Если человек делает то, что для него естественно, то, для чего он на ту или иную должность пришел, то он чувствует себя хорошо, выполняет свою работу качественно, вдохновлен, он развивается в той области, от которой его штырит. С другой стороны, если ему поручают все, что на него только можно свалить, он распыляется, не знает, что его ждет завтра, становится нервным, дерганым. Результативность труда, как следствие, падает, потому что человек, который знает, что ему ждать от завтрашнего дня, у которого есть определенность, всегда работает лучше. Идеальный вариант работы CRM – это когда менеджер приходит на свое рабочее место и производит интерактивное взаимодействие с CRM-системой, которая ему рассказывает, какие у него на сегодня стоят задачи. Это настолько просто и интуитивно, что менеджеру автоматически становится понятно, что ему сегодня делать и каким образом планировать рабочий день. CRM – это и помощник, и консультант, и база данных, и средства коммуникации. По сути, это единый инструмент, который позволяет менеджеру делать всю связанную с его непосредственной деятельностью работу. Давайте поговорим об управляемости процессом продаж и как им управлять, если управлять особо нечем. Часто так бывает, что заявок компания получает много, звонков менеджеры совершают тысячи, происходит огромное количество текущих активностей, а на выходе пшик. Тут целесообразно задать вопрос, а как до такого докатились? Не с целью издевательства над собой и мазохизма, а с целью выяснения, как к такой ситуации пришли, и не получится ли так, что следующие действия приведут к тем же самым результатам, потому что по закону причины и следствия, при тех же самых причинах получаются те же самые следствия. После чего надо сесть и проанализировать, как вообще продажи в компании происходят, откуда берутся заявки, откуда берутся клиенты, что с ними происходит в начале, что с ними происходит в конце, что с ними происходит потом, становятся ли они повторными клиентами. Если этот процесс понятен, дальше нужны цифры. Например, сколько потенциальных клиентов к нам за последний месяц обратилось. Для чего это надо? Это называется ширина воронки продаж в самом широком ее месте. Потому что если к нам пришло 0 лидов, то какая бы ни была идеальная система продаж, клиентов будет 0. Тут речь не идет про отпускание товара или продаж пирожков в переходе. Речь идет о компаниях, оказывающих сложные услуги или продающие сложный продукт. Поэтому во многих компаниях происходит длительная конверсия. С чем это связано? Она связана с тем, что скорость получения знаний клиентов ограничена. Дело в том, чтобы клиенту правильно выбрать для себя какой-то продукт, ему надо что-то знать, что-то уметь и что-то понимать. Часто в продажах целесообразна предпродажная подготовка. Как она выглядит? Когда еще на этапе маркетинга клиента обучают пользоваться продуктом, а когда он созрел, когда он осознал для себя ценность этого продукта, он идет покупать. Такая предварительная артподготовка в процессе продаж. Как следствие, уменьшает сопротивление. Ключевой фактор не в том, что подается на вход в воронку, а что подается на каждый конкретный этап воронки. Дело в том, что серединные этапы тоже требуют ресурсов. Вопрос в том, если уменьшить ресурс на каком-то одном этапе, как это повлияет на общий выхлоп из воронки в целом. Если увеличить вливание ресурса на каком-то срезе, как это повлияет на общий итог? Что важно при оптимизации понимать? Где уменьшить, а где увеличить? Собственно, воронка для этого и нужна. Задачей оптимизации деятельности компании в области продаж является оптимизация этого механизма, после чего появляется возможность внутри отдела продаж реагировать на события из внешнего мира. Для чего это надо?
для того, чтобы на заданном отрезке времени продажи имели максимально возможный результат. Если CRM – это не просто программулинка, запущенная на сервере, а именно подход к ведению деятельности, то в ней фиксируются все данные. Если CRM внедрена правильно, то в ней настроены все отчеты, которые позволяют в режиме реального времени за этими показателями следить. Воронка – это не черный ящик. Она показывает конверсию распределения по каждому шагу. Воронка продаж – это система сбора статистики по этапам. Но еще есть такой термин, как цепочка продаж. Что такое цепочка? Цепочка – это то, как эти этапы должны быть выстроены. Воронка продаж – это инструмент статистики, а цепочка продаж – это инструмент описания того, как эта продажа происходит. Воронка работает только в том случае, когда вся информация в ней фиксируется. Потому что если информация не фиксируется, то мы не можем узнать, например, процент людей, которые нам позвонили и перешли на следующий этап воронки. То есть мы не просто теряем этих людей, а мы теряем возможность узнать, что нам нужно в компании изменить, чтобы она работала более эффективно. Как понять, является ли показатель ключевым или нет? Если мы на основе этого показателя можем принимать управленческие решения, то это и есть KPI. В чем заключается проблема KPI? Основная проблема в том, что многие не понимают, зачем их считать. Также использование CRM немыслимо без умения делегировать. Часто CRM-систему внедряют для тех, кто должен выполнять какие-то задачи. Поэтому грамотный руководитель понимает, что в его компании CRM необходимо. Это не относится к собственнику. Также в задачу собственника не входит внедрение CRM и контроль за показателями того, что в CRM-системе происходит. Но, например, для генерального директора, особенно если в компании есть средний менеджмент, он без CRM не может видеть полную картину того, что в компании происходит. Часто одним из сопротивлений к внедрению является то, что в компании до внедрения CRM не считается эффективность деятельности. Существует крайне смутное представление об эффекте от инвестиций и отсутствует культура подсчета показателей как таковая. Почему такое происходит? Потому что подсчет показателей показывает проблемные места, а это часто воспринимается как что-то личное. Проблема заключается в том, что многие руководители мыслят о CRM как о программе, которую надо осваивать. Соответственно, предполагают, что эта программа сложная и шарахаются от этой идеи, как черт от ладана. Чаще всего руководители понимают только часть преимуществ от внедрения CRM, а именно, это централизованная база клиентов, контроль за деятельностью менеджеров и централизованный учет продаж. Единственное, что мешает внедрению CRM, это не любовь к сложности, потому что сложность никто не любит. Поэтому не надо воспринимать CRM как волшебную палочку, которая непонятно как работает, очень сложная и дорогая. А как ее можно воспринимать? Как возможность. Почему возможность? Возможность – это то, чем можно воспользоваться. Это то, что можно внедрить в свой бизнес и уменьшить риски, увеличить прибыль, а главное – увеличить предсказуемость деятельности. Что такое автоматизация? Автоматизация – это то, что мы делали вручную, а теперь делаем автоматически. Когда предприниматель принимает решение об автоматизации, он автоматизирует то, что происходит прямо сейчас. После того, как CRM была в компанию внедрена, мы начинаем видеть этот процесс и все остальные. Автоматизация – это процесс цикличный. Тут крайне важно понимать, что в процессе автоматизации может оказаться так, что какие-то процессы могут оказаться не нужны, а могут появиться какие-то новые процессы. Или мы видим, что другой процесс является узким местом, и теперь нужно автоматизировать его. Это и есть процесс автоматизации. На самом деле этот процесс длится столько, сколько длится деятельность компании. Где надо автоматизировать? Автоматизировать надо там, где это сокращает издержки, экономит время, увеличивает качество. То есть автоматизировать надо с умом. Недаром есть такое выражение, что автоматизация хаоса дает автоматизированный хаос. На самом деле описанный бизнес-процесс работает стабильнее, работает с более высокими показателями, чем хаотичный бизнес-процесс. Внедрение CRM делается на благо организации и всех сотрудников, которые в ней работают. Это та благородная миссия, которая выгодна всем. Компания не теряет душу после автоматизации. Компания остается уникальна. Она продолжает приносить ценность. Но одно дело вести что-то на тачке, и другое дело делать это на автомобиле. Так и в бизнесе. Можно делать что-то вручную, медленно и печально. А можно это делать качественно и быстро, опираясь на концепцию CRM. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Поэтому хочу пожелать здоровья вам и вашему бизнесу. Потому что с бизнесом, как и со здоровьем, мы либо следим за тем, чтобы там все было хорошо, либо занимаемся сложным и дорогостоящим лечением и надеемся, что это лечение приведет к желаемому результату. Поэтому не пренебрегайте профилактикой и берегите здоровье. Подписывайтесь на мой канал, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. И увидимся в следующих видео.
Пока!